Всем здорово! Это видео о том, как я учил комбинацию из двух элементов, такие как Кит Тарзан и отмах на чешский седа. Но основной это отмах на чешский седа, потому что о элементе Кит Тарзан у меня есть на канале отдельное видео, можете посмотреть, я оставлю ссылочку в описании. Я очень много смотрел различных обучалок и как кто-то учит элемент отмах на чешский седа. И типа я смотрю на это все, и это типа да, круто, четко, классно, офигенно, но я так и не понял, как изучить этот элемент отмах на чешский седа. То есть обучалок на ютубе очень много, но никто не рассказывает все мелочи, даже мелочи могут реально помочь. Поэтому я пошел по своей старой доброй тактике, это просто кидать попытки, пока я просто не пойму, как и что вообще делать. И вот как-то так выглядели мои вообще первые попытки. Кидая эти попытки, я пытался по большей части просто побороть свой страх, чтобы понять вообще технику, вообще что-то понять. Но по большей части это просто борол свой страх, потому что было страшно не то чтобы, что мне порвет плечи или еще что-то, поврежу их, а было страшно вот почему. Я вам сейчас покажу видосик, в котором произошло то, чего я больше всего боялся. Вот, смотрите. Когда я учил отмах на чешский седа, то из-за своей неуверенности и страха как раз таки упасть или там еще что-то, это даже не то чтобы страх или неуверенность, просто я не понимал вообще технику. То есть плечи у меня хорошо растянутые, вроде все хорошо, но я просто не понимаю вообще техники, поэтому пришлось просто кидать попытки, пока я не пойму, как его вообще делать. Когда я кидал свои попытки, из-за того, что я чувствовал себя очень неуверенно, вот этот страх, который изнутри поглощает, я не мог просто сделать очень крутой отмах. И поэтому я делал либо плохой, либо я просто тело свое скидывал с турника. И поэтому шанс, что я мог сделать плохой отмах, и меня дернет в плечах, сорвет, упаду, был очень велик. И потом на тренировке так третьей у меня появились вот эти попытки, которые более сильно похожи на отмах на чешский седа. Хоть и не идеальный, но какой-то прогресс уже был похож на отмах. Но все равно было очень много ошибок, которые нужно было исправлять. А именно, первое это неровные руки, второе это плохой отмах, и третье это просто слишком рано опускаю тело, и поэтому из-за того, что вот это все факторы, то есть я опускаю свое тело очень рано, не выпрямляю свои руки, делаю сразу отмах, и это даже не отмах, а просто я скидываю свое тело. И поэтому у меня вообще ничего не получалось. Но такие херовые попытки получались только потому, что неуверенность, страх, неудачи. То есть страх порождает неуверенность, а неуверенность порождает неудачи. Ну, либо как-то по-другому, как-то так. У меня был еще один видеоматериал, где была моя тренировка. И каким-то чудом я этот видеоматериал просто удалил. Там было два видеоматериала, один 2 минуты, а второй 28 минут. Вкратце, что было в этом видеоматериале, который я не смогу никак, так как я удалил, вставить в это видео. Вкратце я объясню, что там было. Этот видеоматериал был очень важен на самом деле, потому что там был переломный момент, где у меня начали получаться очень офигенные попытки на отмах на чешский седа. То есть уже отличный прогресс пошел, но я удалял с галереи какие-то фотки и, наверное, нажал кнопку удалить за сегодня, ну типа то, что я делал сегодня. И каким-то чудом удалил эти файлы, а когда зашел в корзину, чтобы посмотреть, что там типа удалить, и там очень много файлов было, я просто не обратил на это внимания, что там были мои видео. И, по-моему, так вот и удалил их. Это очень печально, потому что это такая золотая серединка этого видео должна была быть. И было бы очень круто показать вам именно переломный момент, где у меня начало получаться очень круто. Но, к сожалению, показать я это не смогу, поэтому переходим сразу к тому дню, где у меня уже получается очень круто. Кстати, еще в конце хочу попробовать сделать обучение на отмах на чешский седа. Чисто в словах, вкратце, так чисто опираясь на свой опыт, объяснить, что помогало мне выучить, что помогло прям переломать этот момент, когда я не могу, а потом резко у меня получилось. То есть расскажу упражнение, которое мне прям реально помогло. Чисто в словах, чтобы, возможно, кому-то помогу, я не знаю. Это была тренировка под номером 4, либо 5, не помню точно. Я пришел, жестко разогрелся, и
из-за того, что в прошлой тренировке, которую я удалил, были очень крутые, хорошие попытки, я пришел и буквально с первой попытки сделал вот этот вот прикол. Да, есть какие-то еще проблемы, но, по-моему, идеально. Я просто в какой-то момент выработал себе тактику, то есть, наверное, год назад или там 1,5 года назад, когда тренил на турниках, я выработал у себя тактику, то есть любой ценой выучить элемент, и неважно, какая у тебя техника, то есть по плохой технике ты выучишь элемент или по хорошей, как получится. Если выучишь по плохой технике, то плевать, главное выучить элемент, а потом просто уже, когда я научусь стабильно делать элемент, просто понемногу потом улучшать технику. И вот как-то по такой технике я изучал кит-тарзан и чешский отмах учу. То есть мне главное сделать элемент, отстабилить его, чтобы он более-менее стабильно получался. И неважно, по фиговой технике или по хорошей технике, это на самом деле не важно для меня. И потом просто, когда я уже начну его делать стабильно, я буду улучшать понемногу технику и делать более четко и красиво. В последней тренировке, которая была именно сегодня, я начал его делать стабильно. То есть я сегодня сколько раз его делал, он получался очень стабильно и очень круто, и мне понравилось. Но могу подкинуть вам вот такой вот прикольчик. Я пытался типа сделать как залет на подколени и выход, как похож на кит-тарзан. Но в итоге получилось как-то что-то вообще не по плану, и вот вам прикольчик накидываю. Кстати, теперь что насчет обучения. Когда я кидал более начальные свои попытки, я злился на себя, потому что слишком рано опускал тело, да и вообще опускал тело, а потом только ноги откидывал, когда это уже вообще неуместно уже. И то, что мне действительно помогло, это задержать свое тело, то есть не опускать его сразу, а когда делаешь отмах, не вверх ногами или как-то там выстреливать, а просто прижать к себе ноги, то есть выровнять полностью руки, задержать свое тело, и когда ты делаешь отмах, надо колени прижать к себе и провернуться, типа, я думаю, вы поняли, о чем я. И это действительно мне помогло. То есть я сделал так пару попыток, когда я прижимал к себе ноги. И буквально с первой попытки, когда я это попробовал, мне реально это очень сильно помогло. То есть еще, кстати, один моментик, надо не просто отмахнуть и прижать к себе ноги, а у меня получается так, что я делаю типа небольшой отмах ногами, я просто не знаю, я не контролирую это, я никогда не обращал внимания, какой отмах ногами я делаю. Но я делаю отмах, и типа когда уже готов отмахнуть ногами, я немножко наклоняю свой корпус, свой торс вниз. И, можно сказать, надо как бы оттолкнуться ногами, но я отталкиваюсь своей поясницей. То есть моя поясница лежит на турнике, я поясницей типа как немножко опускаю свое тело, можно сказать, как готовлюсь типа лечь на турник, как-то так. Просто опускаю свое тело и поясницей выстреливаю, типа, как-то так. То есть ногами ты просто делаешь такой мах, чтобы ты ногами мог увести себя назад. А поясницей я просто отталкиваюсь. И когда оттолкнулся поясницей, тело немножко уводишь и ноги прижимаешь к себе, и получается отличный отмах. Не знаю, поможет ли это кому-то, но мне действительно помогло. Поэтому не знаю. И, короче, как-то так. Желаю всем хорошего обучения, если вы будете тренить, пытаться по моей технике. Надеюсь, кому-то это поможет. Если хотите, можете написать в комментариях, я попробую создать более точное обучение на отмах на чешский седа. Попробую покидать попытки, сам понять какие-то, даже вот эти мелочи, которые действительно могут помочь. То есть попробую покидать попытки, прям поконтролировать себя, понять вообще, что действительно решает, а что нет. А пока что на этом видео заканчивается. Желаю всем хорошего дня, вечера, как у меня, или ночи, сладких снов и, короче, всем пока.